Декабрь 1942-го. Советские войска переправлялись через реку Дон у села Верхний Мамон. Одним из последних шел тяжелый танк КВ-1 «Гроза немецких войск». Была ли это ошибка мехвода или просто случайность? Боевая машина соскользнула с намороженных бревен. Доставать его в ходе наступления не было времени. Закончилась война. Летом 1946 года на месте переправы едва не пошла ко дну баржа с зерном. Оказалось, она вспорола днище о ствол забытого танка. Чтобы призрак войны не мешал судоходству, его взорвали. Спустя 70 лет было решено вернуть танк к жизни. Но сначала его нужно найти. Задача какая? Раз мы на этой акватории, нужно максимально обследовать все. Просто максимально обследовать. Ну, потому что, во-первых, неправильно, находясь тут, мы можем найти еще один танк, и даже не один. Сегодня слышали все, да, что тут танков полный дом, да. Ну, в принципе, можно никого не слушать, спокойно сесть с прибором и прошарить все. Вот нас заинтересовала эта группа точек. Вот пройдем над ней. Потрясающая была картинка, потрясающая картинка. Магнитометр ничего не показал. Что значит? Значит, группа точек. Либо это дерево, либо это объекты. Потому что вот этот прибор реагирует только на ферромагнитик. Видишь, тут бугор какой-то реально есть. А, нет, вот он. Вот он торчит, слушай. Вот торчит громадный объект. Сейчас мы набьем метку на него. Получаем 306-ю точку. Смотрите, 700. Вот уже падают сотни. Смотрите, 600. Таких не было. Смотрите, 50 300, то есть практически 700 единиц, 0. Все. Под нами огромный объект. И вот он у нас виден. Вот он у нас виден на локаторе. Все, мы понимаем, что под нами ферромагнит. Все, под нами масса металла. Все, на эту массу металла мы спускаемся и начинаем работать. Все, бросай! Все. Все, сейчас померяем длину веревки, будем знать необходимое число тросов. Способ, конечно, интересный, можно было бы дальномером, еще чем-то, судя по нашим приборам. Ну, так, наверное, проще. Поднять танк — это не просто приехать, прицепить тросом за какой-то тягач и его утащить. По самым предварительным подсчетам нужно дать тяговые усилия не менее 300 тонн. И самое начало работы состоит из чего? Мы вчера зарыли анкера, каждый из которых позволяет удерживать 150 тонн. И сегодня привозим оборудование, которое вы видите. Троса, блоки полиспаста, крюки. Все это будет монтироваться в единую сложную систему полиспаста. И только после этого уже готовится заводиться за танк, цепляться за выступающие фрагменты и пытаться подтаскиваться к берегу. Ну давай подъедь тогда, что тут сложно? Нам выставиться надо, чем мы будем руками делать? Подровняй там перед. Перед подровняй, это мы успеем. Нет. Еще можешь кап? Туда, вот туда, ровненько, вот туда. Спускается человек на танк, закрепляет на нем обратный блок, заводит трос в обратный блок, возвращается на берег, и всю эту массу тросов тросом подтягиваем к танку под водой. И уже там только крепим. Переполз, зацепился, подтянул. Переполз, подтянул. Вот так передвигается трос по дну. Когда будет промыв, задача будет сначала просунуть, ну, допустим, не толстый трос, да? Просовываем, протягиваем через верх, промыли отверстие, вот, просовываем дальше в это отверстие. Трос, закладываем его через верх, зацепили и работаем. Он вытащил первый КВ, подарок директора Кировского завода в 2003 году. И вот в ним вытащены все танки практически. Это особо ценный экспонат. Вот эту петлю еще сплели тогда.
Вот я говорю, вот это пережило фантастическое число подъемов. Было бы за что уцепиться. Дальше дело техники. Даем любое тяговое усилие. Мы уже собирали на танках 450 тонн. Здесь мы рассчитываем собрать в самом крайнем случае 1000 тонн тяги. Представляете? При весе танка максимум там 54 тонны мы даем 20-кратное превышение. Но, как показывает практика, тот же БАТ, якорь. Маленький якорь держит большой корабль. Замытый танк разорван, лежащий посреди свай. Я даже не прогнозирую, какая тяговое усилие понадобится. Сам привяжешь веревку? Да, сам привяжу внизу. А если... Если, тогда аварийное всплытие. Давай, Миш, хорошо. Тут много вкусного. Давай. Реально течение, вот реально метет так. То есть вот он там далеко, вот по натянутой веревке, по углу мы можем понять. То есть мы находимся гораздо ниже объекта. По веревке я примерно понимаю, что он делает, как движется. Когда годами это выработано, то уже ты понимаешь даже, как себя товарищ чувствует реально. Нелегкая эта работа. Тащить танки, я вам скажу точно. Это точно сродни бегемота вытаскивать из болота. Вчера я спускался, фонарь в лицо, дожди прошли, виден только блеклый луч, то есть на ощупь. Вот тогда реально что-то мягкое, первое ощущение резиновый мяч. А потом, когда ударило по спине что-то, вот, потом понял, что это был сон. Давай. Как видимость? Ну, видимо, сантиметров 20, даже получше. Ну, чуть-чуть. Я нашел точку зацепа. Отлично. Вот такое ухо. Вот с таким отверстием. Отлично. Вот она как раз, смотри, напротив звездочки, да, перед самой землею. Перед самой землей это низ. Ты нашел крепление уха. Отлично, молодец. Я за него завязался. Смотри, я не знаю, получилось или нет. Хороший диск остался. Каток. Вот. Броня 10 сантиметров. Специально руку положу, чтобы было видно толщину. А мама его не встретила? Не. Он тебя ждет. Верно. Вылез тюлень. Хороший, прекрасный спуск, прекрасное погружение, нервы на месте, слава богу, все в порядке. Фух. Так, ты вытащишь сами, а может перегнуть. Сегодня второй день работы по танку. Сумасшедший сложный день. Изменили сами закрепления лодки, всю технологию поломали, пришлось на ходу выдумывать, что нам делать. Делаем якорь, ставим выше по течению, я думаю, мы угадаем. Может, и не снесет. О, видишь, какая якорина. Для того, чтобы закрепить троса, нам необходимо поставить лодку выше по течению. Стандартные якоря не держат на таком. Сделаем хороший якорь из подручных материалов. Закрепим лодку выше и с нее уже начнем работать непосредственно на объект. Возьмите ласку мою. Отобрал сама, мою дорогущую ласку. Спасибо, Миша. Стой, не поднимай. Профессионалам зарплата навалом. Я нашел вторую петлю. Настоящий друг. Самое главное – это найти точки подцепа на танке, потому что будет даваться огромная нагрузка для извлечения. И если места подцепа не выдержат, то вся работа пойдет на смарку, придется переделывать. К серьге прицеплен трос, оголовок его. К нему подтянуто методом обратного полиспаста притянут основной базовый трос. Сколько вот это расстояние между ними, Миша? 40 сантиметров. 60. Тот маленький тросик. Да, подойдет. Все.
Вставляешь маленький тросик сюда, вынимаешь блок. И тоненький трос, который мы подтягивали, переносишь просто на этот блок. Почему запас? Потому что у тебя ж он спрыгнет. У тебя останется... Я вытянул уже трос. Все, отлично. То есть можно Вот тогда тем большой не тянуть. Большой не тянуть? Второй большой не надо, я уже подтянул, вытянул тонкий И трос тебе к себе. хватит на эту длину? Конечно. Всё. Я же отцеплюсь Всё, от этого еще, тяжелого. Еще легче. Утвердил. Сегодня мы закрепились за буксирные рымы, закрепили троса. Танк у нас зацеплен за стандартные буксирные устройства. Это самое главное. Слушайте, сегодня у моей жены день рождения. Это кошмар. Я на Дону. Надо поздравить. Миленький. Я с берегов Дона поздравляю тебя с днем рождения. Понятно, что ты меня ждала с Норвегии. Ну вот я в присутствии ребят передаю тебе привет. Ты уж извини меня, что я опять не у тебя. Жена говорит, ты второй год, но ничего страшного. Я понимаю, я так долго не был дома, что... Все, милая, я постараюсь быстрее закончить с танком и приехать, прости. Ребята, вы меня поддерживаете, просим прощения, очень надеемся. Я сегодня тяжелый день, малыш. Так я тебе еще потом перезвоню. Все, целую, родная. Ё-мо. Все. Прелесть, ты у меня прелесть. Вот такая жизнь. Из своих 47 лет, 17 лет поднимать танки, понимаете? Пора уже... Ну, пора поднимать быстрее просто. Как что мы сейчас и делаем сами, кстати. Все, я надеюсь, с Божьей помощью мы это заделаем. У нас в нашей команде появился третий человек, Алексей. Технические решения по вопросу лебедок, тросов, блоков – это Алексей. То есть он в данной команде незаменимый человек. Один раз я столкнулся с Игорем, когда они занимались именно сложной эвакуацией, был застрявший экскаватор в котловане. Я это увидел, мне это очень понравилось. Он приехал поучиться тому, как мы работаем с оборудованием и производим тяжелые подъемы. И он оказалось, что очень быстро учится и за полгода сумел приобрести себе и ЗИЛ, и троса, и блоки. Поэтому так называем прапорщиком. Мы сейчас находимся рядом с автономной лебедкой, которая специально была спроектирована и создана для подъема тяжелой техники. Здесь у нас находится двигатель ЕМЗ-238, который дает у нас 240 лошадиных сил, тяговое усилие, коробка, сцепление, переключение передач от 1 до 5 для того, чтобы мы могли на выдачу троса на 5-й передаче быстро вытягивать, а на максимальных оборотах на 1-й давать натяжку. Газ. Значит, это у нас редуктор изменения направления вращения и лебедка, где тоже есть рычаг. Это выдача троса, и в другую сторону это у нас намотка троса. Отношения у нас очень хорошие, каждый занимается своим делом. Я занимаюсь такелажными работами на суше. Они занимаются как на воде, так под водой. Леха, ты не там служишь, 100%. Это, Александр, у вас нет детского оздоровительного лагеря? Если будет, не знаю. Руководитель абсолютно, да, Андрюх? Состоявшийся причем. В принципе, еще немного, я уже до танка дотисну. Проверили, посмотрели, зажимы эти смотрел, ты все. Смотрел. Сейчас пройду еще раз. Начинается новый рабочий день, но мне придется срочно уехать. И Игорь, и Алексей останутся без меня. Но я надеюсь, что они с этой работой справятся. И танк все-таки, я надеюсь, увидит свет. Ну, сейчас изменяем технологию под работу одного человека. Танк натянут в линию. Все, он уперся. А на нем гора песка. Сейчас основная задача убрать эту гору песка. Вот я сейчас полезу, закреплю пипку и будем просто размывать. Сутки, двое, смывать послойно весь этот песок. Как один парень сказал, слой донных отложений. Танк абсолютно не в песке. Смотри, сваи.
сваи моста старого. Теперь уже понятно, как он лежит. Отмыли вверх. Вот так мы его под углом имеем. Вот здесь. Сорван вверх, верх заполнен песком. Вот здесь у нас закреплены рымы. Вот идет потяжка. Потяжка идет точно через старые сваи. А здесь вот лежит огроменный дуб спереди с ветками, остатками мореных. Мы уперли дуб в сваю, танк в дуб. Короче, ситуация... Ситуация не из простых. Что будем делать? Я думаю, единственный вариант мыть бесконечно. Мыть, потом этот дуб оконтурить. Ну, если оторвем плиту, то мы тогда вытащим мореный дуб. Тоже халява такая будет. Леня делает паркет в бане. Как вы считаете? Мне тут не нужен мореный. Кому нужен, забирайте. 2 человека переходим. И к синему блоку вон туда стали. И потом этот трос, если что, приподнимите просто, аккуратно. Понятно? Ну вот перед вами одна толстая жила. Она зацепится за синий блок, ее приподнимите и все. Я никогда не подумал бы, что к нам в город приедут тащить танк. Но его тащат, и я очень рад, что в этом участвую, помогаю вытаскивать танк своими руками. 4-й день я помогаю тащить танк. Научился самостоятельно там подцеплять скобы. Ребята молодцы, они помогают, без них мы бы действительно не справились. Они действительно фанаты этого дела. Как говорят, мы патриоты своего поселка. Так, что мы имеем по воздуху? Поднять? Танк встал на дыбы просто. И я стоял на гусянке. Поднят вверх. Отлично. Вырвали. Дуб снизу оказался. Супер, супер. Все, никаких вопросов. И вот эта штука просто гасит, взлетает в воздух и гасит. Проверено и осаживает. Нету таких осколочных явлений. Сегодня у меня был один из самых сложных дней в работе. Потому что водолазы свою работу сделали, осталось только нам его потянуть к берегу. И я работаю как на лебедке за рычагами, так и на зеле перепасовываю, перетягиваю полиспасты в обратную сторону, когда мы убираем уже свободная трасса. С утра до вечера сил больше нет. Абсолютно доволен результатами сегодняшнего дня. После второй размывки спускаемся вниз. Вижу полностью отмытая корыто танка. Приняли решение тащить до упора. И вы представляете, вот вы видели, да, натяжка, 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 трасса держится, а потом резкий срыв. Все, корыто соскочило. В принципе, сейчас немножко выжидаем, пока трасса выбирает глубину, и продолжаем тащить. Я уже уверен, теперь он пойдет без препятствий, сминая перед собой и бревна, и дубы, и все. Хотя, как знать. Видите, парни, победа была очень близка. В принципе, мы победили, но до окончательного, самого главного момента, когда он уперся в берег, наша анкера, рассчитанная на 300 тонн, начала просто выгонять из земли, выдалбливать. То есть, представляете, какое усилие на крюках. То есть, молодцы ребята, делали шикарно, танк сделан надежно, анкера выдержали, но пошла наша конструкция. Сейчас переделаем, перепасуемся и будем тащить.
парни, мы наконец-то это сделали. Но сегодня крайний день, и он был самый тяжелый. Когда на выходе уже, казалось, ничего не мешает, корпус танка уперся в какую-то просто трубу от размывочной, и тот же дуб. Мы просто встали, у нас вырвали НКР. Все, трубу можно забирать кому-нибудь домой, на дымоход. Что за деталь танка, Леха, я не знаю. Все, маленькое препятствие, и все. Все переделали, все натянули. И все, и видите, и он на берегу в результате безумных усилий. Ну, я доволен, но, честно, я просто устал до предела. Это мне был первый танк, первый подъем такой сложный. Этот танк меня просто вымотал. Трасса, перепасовки, переезды, вперед лебедку выдать, назад лебедку выдать. Просто сил больше нет. Я вам скажу, это мой 55-й юбилейный подъем, да, но тяжелее подъемов у меня не было. Никогда. То есть разорванный танк, торчащий среди бревен, 4 суток мы его тянули. И это еще, я вам скажу, нормальный рекорд. То есть хорошая ситуация, когда перепрыгивал через сваи, через все. Вот я лично доволен. То есть, в принципе, в наборе плиты, да, то есть соединить все, там, достанем остальное. И танк, как памятник, я считаю, для Кубинки будет просто идеален. Я продолжу заниматься подъемами, буду еще поднимать. Надеюсь, будут такие же интересные моменты. Будем этого ждать. И я очень-очень рад, то есть, что силами практически, ну вот Михаил был в начале, уехал силами вот там 2 человек, Романа и пионеров, самое главное, пионеров, которые реально вовлечены, это же не шутка. Они умеют сейчас собирать троса. И вообще прозвучало, что мы можем оставить оборудование, уезжать, а они остальные танки достанут сами. Так что, видите, ну, наверное, результат есть, и он огромный. Я уже спец, да? После воды уши забиты.